привет, Самитеричан. Сейчас я нахожусь в аэропорту Фукуоки, потому что сегодня мы с Изами вылетаем в Токио. Мы уже очень давно не видели наших друзей, поэтому 1,5 часа, и мы будем в Нарите, в аэропорту Токио, и покажу вам, как мы проведем наше время там, потому что мы уже, наверное, более полугода не были в большом городе. Очень удобно, что аэропорт Фукуоки находится практически внутри города. Из центра на поезде сюда можно доехать всего за 8 минут. Метро напрямую соединено с внутренним аэропортом, поэтому мы обычно приезжаем за 40 минут до вылета и не спеша проходим проверку багажа. Кстати, во время внутренних перелетов по Японии ни паспорт, ни ID-карту не проверяют, только билет, но, конечно, удостоверение личности лучше всегда иметь при себе. Вот так выглядит аэропорт изнутри. Он очень новый, поэтому довольно модный. Здесь много разных таких вот ресторанчиков с японской кухней. И тут даже есть рамен-стрит, улица раменных. Потому что Фукуока очень знаменита своими раменами, особенно тонкоцу рамен, рамен на основе свиного бульона. Поэтому здесь вот так много разных раменных. И мы уже многие здесь опробовали, потому что каждый раз, когда летаем, возвращаемся голодные и хочется поужинать. Даже не выходя в город, можно найти много уже вот таких вот кафешек с японской едой. Очень удобно. Изами. Накасайта? Мацунабене. Мне очень нравится аэропорт Фукуоки, потому что он довольно компактный, хорошо спроектирован, понятно где что, не потеряешься. И здесь очень большая зона еще вне чек-ина, или как это называется, паспортного контроля. Поэтому можно вот так погулять, посмотреть на разные сувенирчики. В основном все, конечно, здесь это еда. Ресторанчик суши. Пластиковая фейковая еда, которая смотрится как настоящая. Японцы это обожают. Мне кажется, очень классно. Так понятно, что тебе принесут. Ресторан с лапшой удон, в Кока им тоже известно. Из Фукуоки до Токио на самолете лететь 1,5 часа. Стоимость билета туда-обратно на одного человека примерно $80. До Токио также можно доехать на скоростном поезде Синкансен, но это займет 5 часов, а стоимость в одну сторону на человека примерно $160. Поэтому на самолете намного удобнее и в 2 раза дешевле. Мы прилетели в Токио. Здесь куча покемонов. И, как всегда, моя ненавистная Нарита аэропорт. Потому что очень он большой, и нужно вот так вот много идти. До переезда в Фукуоку я жила в Токио 11 лет, где я с Изами и познакомилась. Поэтому в эту поездку мы хотим не только повидаться с друзьями, но и пройтись по нашим ностальгическим местам. Искринку зажечь. Мы наконец-то добрались до центра Токио, и такое интересное чувство я подметила. Я как будто вернулась домой, я себя чувствую дома, но при этом это не тот дом, который я люблю. Как-то трудно это писать, но меня ничто не пугает, ничто не удивляет здесь. Я хорошо разбираюсь в Токио и чувствую себя здесь как дома, как будто я вернулась к себе на родину, но при этом я Токио не люблю. И сейчас я иду встречаться с моими токийскими друзьями, идемте со мной. Ютуберы! Когда ты так долго живешь в Токио, что приходишь есть не японскую еду с друзьями, а корейскую. Аленочка привела меня. Все такое красное. Недавно в Токио на Шинджуку открылась новая вот такая вот башня. Как она называется? Кабукичо Тауэр. Август 23-го года. Меня не было здесь. Или нет, я была после того, как она открылась, но, видимо, не доходила до этого района. Вроде август.
Вроде да. Смотрится очень прикольно. Там много разных, как я знаю, развлекательных центров с разными автоматами. В общем, все такое самое-самое интересное там собрали с Кабукичо. На втором этаже там есть еще типа улочки Йокочо, которые, знаешь, с едой тоже сделали. Барчики. Да, типа традиционные. Наверное, вкусные. Я постоянно вижу там людей, все битком. Открыты они там допоздна. И на высоких этажах, по-моему, 17-18, там еще есть бар, ресторан, красиво. И какие-то супер крутые навороченные кинотеатры. Вот. Советуем. Да. Мы остановились в отеле на станции Кичидзёджи. Это тоже Токио, но не центральный Токио. Почему именно здесь? Это первое место, где мы с Изами познакомились. И у нас здесь было много свиданий первых, поэтому очень много хороших воспоминаний об этом районе. И здесь также есть вот такой классный парк Иногашира-коэн. 懐かしいね。ねえ、懐かしい。5年前6年前もっとじゃない ?8 年前じゃない ?8 年前だと思うよ。いやね前より好きかもしれない。前より楽しんでる気がする。大人になってからね、楽しめるよね、こういうところ。8 лет назад мы здесь жили какое-то время. Все-таки мы любим больше спокойный Токио, такой, где есть парки, где много семейных пар, с животными гуляют на улице, а не Токио, где тусня. Обожаю этот парк. Здесь вот такое озеро с лодочками в виде лебедей. Сегодня воскресенье, поэтому довольно много людей, но обычно это довольно тихое место. И раньше мы здесь жили буквально в 10 минутах пешком от парка. И каждое утро я шла через этот парк на станцию, чтобы ехать в университет на 3-й и 4-й курс. Хотя у меня была моя квартира прямо возле университета, но я оставалась у Изми, потому что у него была стиральная машинка. Думаю, некоторые помнят эту историю. 全然そういう話言ってないよ。車欲しい？стиральная машинкаね。стиральная машинка。ランドリー、洗濯機。泉の家洗濯機あったから。いいように使われてました。Если жить в Токио, я бы, наверное, жила в этом районе, потому что здесь очень много вот таких вот частных домиков милых. И как-то вот спокойно очень. Разные кафешки внутри парка. Но здесь, конечно, очень дорого. И купить дом здесь, возможно, можно в кредит на 35 лет. Но мы будем его выплачивать очень долго, до старости. Это, наверное, единственный район в Токио, где я реально была бы не против жить. Здесь очень красиво и много симпатичных зданий, домиков. И также очень много зелени. И даже сакура все еще цветет. У нас в Фукуоке уже она полностью опала. О, икеменがいるよ。まだ残ってたね、桜が。ね生き残りが。え、綺麗。Мы нашли интересный домик, и здесь продается рис, оказывается. Что-то из аниме-студии Гибли. Вот в таком месте мы раньше какое-то время жили. Я даже забыла, что оно так выглядело. И это как бы почти центр Токио. Это все еще Токио. Не центральный, но и не слишком далеко. Отсюда до Шибуя, одна из главных станций в Токио, где-то минут 20 на поезде. Апартаменты, где мы раньше жили.
где мы раньше жили, где раньше Изами жил, а я к нему в наглую заехала и захватила его квартиру. タイムスリップして Не. Классный район был. Очень много зелени, даже несмотря на то, что это все-таки апартаменты, а не частный дом. Но どう思った最初このパーク狭っと思った。まあ一人暮らしはでも結構泉の床が好きだったよ。うんなんかナチュラルな木目で、僕のやつうねん、綺麗だった。それで選んだかあ、本当に？らで泉もちょっとなんか珍しい選び方してるというか、駅近じゃなくて、うんそうね近くても家に帰るまでの道が汚かったら嫌だからなるほどね。Здесь реально очень красивый район, поэтому приятно возвращаться с работы или с университета было. Ланчи не кимашта. Внутри парка находится кафе, куда мы раньше часто ходили на обед. И тут всегда очень большая очередь, но мы решили отсидеть. 一番行ったかも Да, коммерческий и фэнки, да. Вот такое вот кафе. Это тайская кухня. В Японии довольно популярна. Прямо внутри парка. サメちゃんとりょうたと大学の友達とあ、ラクちゃんい大学の友達た大学の友達プラス1飛び級だったから飛び級いたСейчас мы пришли в маленький зоопарк, который находится в этом же парке Инугашира-Коэн. Как же ностальгично. Мы тут с Изами гуляли, когда еще я была студентом в университете. И мы настолько часто сюда ходили, что даже думали купить пропускной на весь год. И сейчас мы все вместе с Соме, Лёта и их малым. В основном все животные здесь и птицы — это птицы, которые были отловлены, поскольку у них были какие-то проблемы со здоровьем или ранения, поэтому они здесь временно, и когда они поправляются, их возвращают в их среду обитания. Вот. Какой большой! Конничева! Окей. Тоскани. О, динозавр. Тамаго. Какая же красота. И погода шикарная. И этот зоопарк тоже довольно большой, просторный. Здесь олени бегают. Плохо видно, но вон они. И все еще цветет сакура поздняя. Это называется яй-закура. Один из моих любимых видов сакуры. Он такой пушистый. Хоть нам и сильно не хватало природы, живя в большом городе, некоторые районы Токио очень приятные. Поэтому я и Изами иногда задумываемся, может, стоит вернуться? Возможно, это проблема многих, кто не привязан работой к одному месту. Мы вечно в поисках дома, но в то же время боимся где-то осесть. Людей все-таки намного больше в Токио, даже не в самом центре. Токио, как всегда. Сейчас я пришла на Сибуя, одна из самых центральных станций Токио. Ну и, как видите, людей куча. Уже, получается, этой осенью будет 2 года, как мы переехали из Токио в Фукуоку. И такое странное чувство себя как турист, но при этом, который ничему не удивляется. Трудно объяснить. Но однозначно могу сказать, что в Токио приятнее приезжать туристам, лично мне, чем жить здесь. Хотя, конечно, опять-таки, от района зависит. Токио огромный. На Сибую я никогда особо и не приезжала, даже когда здесь жила. Вот и прошли наши несколько дней в Токио. Время возвращаться назад в Фукуоку. Если вы будете в Японии, обратите внимание на персонал в аэропорту. Все же японский сервис и вежливость – это одна из причин, за которые я люблю эту страну.
Даже за 3 дня в Токио мы успели устать от толп. Несмотря на то, что самый популярный туристический сезон, когда цветет сакура, уже закончился, туристов и, в принципе, людей в Токио было очень много. По моим ощущениям, это самое большое количество людей, что я тут видела за последние 12 лет. Эта поездка помогла мне вспомнить, почему мы решили уехать из Токио. В Токио классно быть туристом, даже просто на 3 дня приехать, но когда живешь здесь, все совершенно не так. Многие живущие в Токио обычно на выходные уезжают куда подальше, а в центр Токио в основном только на работу ездят. Мы приехали на Фукуоку и сейчас идем, конечно же, кушать рамен. Нет ничего лучше, чем рамен после перелета. Никого нет, уже вечер, 7 вечера. Какой еще? Здесь продается не рамен, а так называемый цукимен. Это вот такая лапша, которую макают в суп. Итадакимас, приятного аппетита. Вот так вот идет обычный цукимен, отдельно лапша, и ее макают в суп, и вот так вот едят. Надеюсь, вам понравился этот небольшой влог. А где бы вы хотели жить? В столице или в пригороде? Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. やばい反応が起きてる疲れてる。めちゃくちゃになってますね